Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами как всегда я, Finder. И сегодня я вам в ролике покажу и расскажу, как же сделать Sky Replacement. Ну или же в простонародье, как заменить небо на вашем видеоролике. Заранее скажу всем огромнейшее спасибо за то, что мы с вами набили уже аж больше 200 человек, наших подписчиков. Всех очень сильно люблю, дальше только больше. Ну что ж, вот мы и в премьере, создаем новую секвенцию. Советую снимать данный ролик с 24 кадрами, так как чем больше будет кадров, тем сложнее будет создать данный эффект. Ну я ж, конечно, гений, заснял все в 50 кадров, поэтому мне пришлось попотеть так изрядно. Как говорится, ничего страшного. Окей, после того, как секвенция готова, мы перекидываем два наших исходника на тайм-линию. Я нашел вот такой вот футаж с небом, на него ссылочку оставлю в описании. А также я для вас подберу парочку крутых футажиков и залью к себе в группу. Кстати, в Телеграме я вам расскажу, как сделать Sky Replacement на телефоне за пару минут. Так что если не хочешь сильно запариваться с монтажом, то тебе именно туда. Минутка саморекламы удалась. Так что продолжаем. Первое, что я сделаю, так это удалю звук и перемещу исходник с собой поверх неба. После чего я их выделяю, тыкаю правой кнопкой мыши и нажимаю заменить композиции After Effects. Ну что ж, а я загрузился, можем приступать. Выключаем нижний слой, дальше два раза тыкаем на верхний и приступаем к самому долгому процессу, а именно ротоскопингу, то есть выделению. Для этого мы тыкаем вот сюда, дальше немного увеличиваем кисточку и выделяем небо, а дальше покадрово все это редактируем. Кстати, вот этот вот ползунок отвечает за то, где же будет происходить наше выделение. A few moments later. Итак, наконец-то я все выделил, а следовательно можно переходить обратно в композицию, после чего у нас появится вот такая штука. Нажимаем сюда для инверсии выделения и все готово. Также проверяем, включены ли у вас две вот эти вот темки, и уже можно, кстати, вернуть наш второй слой. Опа! Пушка-бомба, честно говоря. Но не хватает цветокора. Поэтому заходим в эффекты, пишем кривые, после чего пытаемся подогнать наш слой с небом по цветам. Ну вот так-то гораздо лучше. Осталось совсем чуть-чуть. А именно сделать переход на моменте, где я одеваю капюшон. У вас же могут быть любые другие действия. Для этого делаем дубликат слоя, переименовываем его, находим нужный нам момент и оставшуюся часть обрезаем. На нижнем слое временно отключаем эффекты, после чего заходим опять в раздел с эффектами и ищем ключ яркости. Переносим его на верхний слой, также там мы удаляем все старые эффекты. Тип ключа меняем вот на этот. И пороговое значение ставим на 255. После нам с вами нужно выставить кеймфреймы. Для этого открываем слой эффекты, ключ яркости и тыкаем вот на эти часики. Первый пошел и остался последний, второй кеймфрейм. Поэтому передвигаем ползунок на то место, где хотите, чтобы у вас появилось другое небо. И вот тут вот, где у нас уже с вами 255, меняем, к примеру, на 100. Тут все будет зависеть только от вашего исходника. Так что там немножко придется поиграться. Ну что ж, я тебя поздравляю, все готово. Теперь только остался финальный цветокор, пару звуковых эффектов и на рендер. Ну что ж, как вам такой эффект? Пишите в комментариях. Также не забывайте про лайк, подписку, колокольчик. И будем с вами прощаться. Увидимся в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока.